Всем привет, всем здравствуйте, с вами снова Лау, и мы продолжаем играть в Fallout New Vegas. И, в общем, нельзя, не получается никак сделать так, чтобы не умирали. Это же морковь. Мои спутники. Пока беру. Дурманит, излечение увечий, урон без оружия плюс 3, сон минус, ОЗ плюс 45, ловкость минус 6. И сыромятная броня, сопротивление огню. А ну-ка. Одежда белоногих. Это чуть лучше. Ладно, смотрим сейчас. Может можно починить? Пусть будет, сопротивление огню не помешает. Так что... расслабляюсь. Ready, steady, fighting. И иду дальше. Не получается. Их спасти мне никак. Fall. Но такого нет. Это починю. Крупнокалиберная снайперская винтовка. Они, я должна сказать, неплохо так вооружены. Очень неплохо вооружены. И что ж мне теперь тут делать, если каравану моему капец, хана, мне больше теперь никто не заплатит. Заплатит. В Зайонскую долину идите. Ну ладно. Я-то пойду. This one looks pretty tough. Fighting over. Time to fight. That's all. В смысле? Провалено. This one looks pretty tough. Cessation of hostilities complete. White legs don't leave survivors often. You're some kind of lucky, let me tell you. Мне надо было You с ним came from поговорить. outside, didn't you? From the civilized lands. Wow. Joshua will want to hear about this. Все-таки он жив, как я и думала. Цивилизованный мир, что ты имеешь в виду? I mean the lands beyond the valley.
The place where the cities never fell. Where people don't live in tribes and forage just to survive. Joshua keeps saying it isn't paradise out there. But how can it not be, compared to this? Sorry, I'm getting distracted. Joshua will want to know about you. Please, go to our camp on the Eastern Virgin. Tell him how you came to be here. Вообще, вслед за мелом, это ты зря выбегаешь на открытое место туда, на то место, откуда меня только что стреляли. И это естественно и логично, что я тоже пытаюсь тебя убить, потому что ты, в принципе, тоже выглядишь как они. Может, ты тоже хочешь меня убить? У тебя странное представление о том, на что похожа Мохаве, но я пойду и поговорю с твоим боссом. Good sis. Maybe while you're there, you can tell me about where you came from, yeah? Может, ты мне расскажешь, зачем вы убили мою команду? Рики, Вирджиния. Дал вам способность указательные знаки. Когда вас сопровождает вслед за мелом, осмотр Зайонской долины с высоких точек, таких как посты рейнджеров, открывает для вас ближайшие маркеры карты, а также на 3 минуты повышает восприятие. Давай поговорим. What can I tell you? Расскажи мне об этой местности. Какие тут водятся животные? Mostly it's the mountain bighorners. Whole herd of them up on the cliffs there. Usually they're not too aggressive, but lately, whew. My guess is one of the calves got lost somewhere along the way. Bighorners are communal. One missing calf, and the whole Надо herd найти gets ornery. детеныша. If that calf doesn't turn up soon, they might very well come down into the valley and attack the camp. Может быть, я смогу вам в этом помочь. Yeah? Hey, thanks. Most of the hunters don't listen when I tell them the problem. Just one thing. Try not to kill any bighorners if you can, yeah? You'll drive the herd off and we'll have to range farther on our hunts. И что ты мне предлагаешь делать? You might try luring the baby out with some banana yucca. These bighorners go crazy for the stuff. Ладно, я этим займусь. That's great. I'll help any way I can. Нет, подожди, я еще не закончила с тобой What can I разговаривать. tell you? Расскажи мне больше о Джошуа Грэхеме. He's been the chief of our tribe since he came back to the valley. He went off to the civilized world years ago to fight a war. That didn't go well. Что с ним случилось? You see his face, you'll understand. Поджарили. Я знаю только об одной недавней войне, когда войска Цезаря напали на дамбу Гувера. Он там сражался? I don't know. He doesn't talk about it much. Maybe. But how can two civilized tribes fight over something as small as a dam? Маленькая? Видел бы ты дамбу Гувера. Она больше некоторых из этих гор. Really? That's... my gods. Must be some mighty civilized folks who built that. Ты не поверишь, за что только не дерутся цивилизованные племена. Now you sound like Joshua. He always tells me that tribal life is better. That I should stay here and forget the outside world. Так, давай о чем-нибудь другом поговорим. Ask away. Кто были те дикари, что напали на меня? Whitelegs. Nasty bunch. They've been raiding deeper into Zion ever since New Canaan was wiped out. Что-что? Нью-Ханан был уничтожен? Как? That's what Joshua said. Whitelegs came down from Great Salt Lake in force. Fell on New Canaan before they could mount a defense. Joshua found some of the survivors led by a man named Daniel. Most of them
have fled the valley, but Daniel stayed on with the Sorrows tribe. He and Joshua have been arguing over whether to stand and fight the Whitelegs, or take the Sorrows and the Dead Horses out of the valley. Откуда они пришли? That's the weird part. Normally the Whitelegs keep to the Great Salt Lake. I don't know what brought them down this far south. Я хочу побольше узнать о тебе. What can I tell you? Почему тебя называют вслед за мелом? Our advanced scouts leave chalk signs to mark places rich with game. I'm not a full scout yet, so I follow the marks and guide the hunters. Что это за татуировки? Dead horses mark ourselves to commemorate our hunts. When a hunter takes a great beast, or when a youth goes on his first hunt, he gets a tattoo. Так, расскажи мне о своем племени. Или ладно, что Джошуа для вас сделал? If it wasn't for Joshua, the dead horses would still be the whipping boys of the Zion Valley. He taught us how to hold our territory, to protect ourselves. He guided us away from Caesar, and showed us how Caesar would have destroyed us. Что ты знаешь о новых ханаанитах? Little bit. I met some of their missionaries a few times, but I've never been to their city. Joshua could tell you more. Or Daniel, I imagine. We raided. We fought. Случайно. We lost. Our enemies drove us back into Zion, and we would have died if it hadn't been for Зажалась Joshua. кнопка, и все Joshua and his Caesar. промоталось. Постой, при чем тут Цезарь? When Joshua first came to us, he was servant to a man he called Caesar. He led his master's armies, and we were ready to follow him into war. Then he lost his master's army to a tribe called NCR, the Sunset People. When he returned, Племенем. he was as you saw him, burned, Я его broken, пока не вижу. but changed. He led us away from Caesar, led us to our own destiny in Zion. Каким был Джошуа до того, как стал вашим вождем? Ты помнишь это время? Only a little. I was very young. He was different. Prouder, yes, but harder, crueler, more driven. Really, I was terrified of him. We all were. When he came back, I almost didn't believe he was the same man. He was humbler. He wanted to protect, not destroy. А что это за гильзы у тебя в дубинке? We decorate our clubs with them to honor Joshua Graham. They were the weapons of his old tribe, so now they are ours. Can't say they seem that dangerous to me. But Joshua says they won the West. Почему так важно сражаться с белоногими? Well, because they're our enemies. What else would we do? They take our land, they kill our scouts, they poach our hunting grounds. Так, ладно, потом поговорим. Go. Хотя, подожди. What can I tell you? О твоей тактике. Tactics? Тебе надо поменять стиль боя. Так, а чем ты стреляешь-то? What can I tell you? Well then, let's get to trading. Ладно. Ой, не надо ждать здесь, случайно.
Right behind you. В общем, им надо было сделать так, чтобы он убил того, кто вот стреляет в меня. Тогда бы я поняла, что это хороший, что он на моей стороне, его убивать не надо. А так, естественно, тут выбегать сразу. Я думала, о, новая цель. Ритуальное зелье, неплохая штучка. Hold up. See that log over there? Take a closer look. There might be some good stuff tucked in there. На. А я еще обратила на него внимание, что оно такое беленькое. Буду иметь в виду, что оно не просто так такое беленькое. А у меня квеста случайно с толсторогом не появилось, нет? Толстороги Восточной Вирджинии. Найдите путь наверх на утесы. Сюда. Да, учитывая, какая карта не маленькая, этот квест, видимо, будет DLC тоже не маленьким. О, вон еще. We follow this path for a while. Nice view of the river. Eh. Так, а где этот треугольничек? Тут два каких-то треугольничка. Куда они ведут? Freeze. Don't move. How why? Кто это? Whew. That was some kind of lucky. Guess that one was all full of gecko, eh? Don't get used to it, though. Yaoguai are plenty mean as a rule. Интересно, они сильнее, чем когти смерти или нет? Зеленый геккон. Настенная живопись. So I finally get to explore all those taboo places without the other scouts yelling at me? Can't wait.
Да ну ё-моё, я дойду до какого-нибудь треугольничка. Ладно, идем пока туда, куда мне надо. We haven't seen anybody in a while. Maybe the monsters have stealth suits too. А то я You пока... can take the path north here if you want, or head east over the ridge. There's a nice view from the top of that cliff, if you want to look. Вот он. Здоровяк. Как бы треугольнички и есть, но пока не вижу никаких таких приметных мест, которые могли бы оказаться этими треугольничками. Follow the old road south. Nearly there. Сейчас всеми корешками забью инвентарь. А это что такое? Таких растений я еще не видела. Кроме как в чужом инвентаре этих дикарей. Так, кто тут у нас? Nobody ever notices me, but they notice the Pip-Boy light. Собака. You see the dead sentries? Shamans say our enemies' souls are trapped in them. But Joshua says it shows we're serious about fighting Whitelegs. Собачка, не хочу тебя трогать. Иди. Инфоцентр долины See Зейл. those handprints? Dead horses and sorrows mark them on taboo places. Places from back when. Good thing for you, I don't buy into that stuff. Вот это что ли? Бутылка из-под газировки. Можно было бы взять, конечно, чтобы потом делать на костре. О, давайте возьмем. Может, я же могу что-то сделать? Чищенную воду. О, кактусовый сок. Вот, да. Туалет.
There can't really be a place where people go into big buildings and give away all their money just to watch someone flip paper squares on a table. Темнеет. Жаль, фонари эти не включаются. Where are you going? That's not the way to the camp. Ну так а там, где пройти, там прохода нет. Или я не заметила проход. Ну да, нет прохода. Down this path to the north. Hope you don't mind getting wet. These paintings show the dead horse's victories against other tribes. Lots more of them since Joshua came to us. О, рыбка. О, попить можно. Сопротивление яду. А, случайно все взяла, ладно. Nearly there now. Watch out for traps in the water. Got to keep the white legs out somehow, eh? Ну, таким меня уже не испугать. Что тут у вас? Пещера Fallen Rock. Заглянем? Пещерных грибов миллион.
Надо быть аккуратнее, тут еще и мины. Why do you carry all those bottle caps anyway? They jangle like crazy. А мне нравится их звон. А, где, что? Ну, подожди. Пропустила. Где ты тут нашел? А, вот она. Да, вот эти вот белые сложно увидеть. Так, растяжка. Ага, Восточная Вирджиния. Давайте пока в другую сторону сходим. Где ты опять нашел? Вот. Для снаряжения патронов запчасти. Верстак. Верстак. Год 2077. 28 октября. 5 дней на ногах, все еще не могу спать. Снаружи как будто ничего не произошло. Небо выглядит немного по-другому и все. Идти назад к перевернувшемуся грузовику Национальной гвардии, что около Такервилля, возможно, как волдыри пройдут. Похоже, отряд геологической службы США проводил какие-то исследования здесь, в пещере. Ушли, как бомбы упали, снаряжение бросили. Возможно, спешили к родным и думали, что те еще живы. 29 октября. Шарлотта произнес твое имя 1000 раз, пока бродил тут. Может, если написать, то будет казаться, что ты его услышала. Ты была права. Я был к северу от Spanish Fork. Поехал по 77-й вдоль Прово-Бэй, чтобы не пересекать город. Должен был быть дома через час. Двигатель заглох, и грузовик остановился. То же произошло с Крайслусом на другой полосе. Я сразу все понял. Первая бомба ударила по Солт-Лейк-Сити через минуту. Мне повезло, я смотрел на юг. Вспышка была такой яркой, будто весь мир оказался объят огнем. Пожилые супруги из Крайслуса закричали, что они ослепли. Не видел, как ты умерла, Шарлотта. Спас свое зрение. Насчитал еще 12 вспышек за следующие 7 минут. Каждый раз через 18 секунд земля содрогалась. Полчаса не было взрывов, и я открыл глаза. Шар огня там, где погибли вы с Алексом, не обманывал себя.
Не знал, что делать, взял свой рюкзак и винтовку, подумал о пожилой чете, усадил их около машины. Они обнялись и стали утешать друг друга. Сказал им, что иду за помощью и что все будет в порядке. Одна пуля сквозь 2 головы. Мгновенно. Пипец. Возвращение в Зайон заняло 5 дней. Ты говорила мне, хватит убегать в леса. Человек должен быть со своей семьей. Ты была права. Ты была права. Ты была права. Ты была права. Меня не было рядом. Я не мог обнять тебя и моего мальчика. Вы умерли одни. Никогда не смогу прикоснуться к тебе или к нему. Мне стоит застрелиться. Вот чего я заслуживаю. Не могу. Возможно, позже. 31 октября. Снаружи идет черный дождь. Счетчик скачет. Должен был бы выйти и позволить ему убить себя, но продолжаю набирать в бутылке воду в глубине пещеры. 2 ноября. Снаружи никаких звуков. Все мертво. Не проверить не могу. Гейгер зашкаливает в 15 футах от входа в пещеру. Посчитал. Или радиация спадает до того, как кончится вода, спадет, или я никогда не выйду из этой пещеры. 78. 1 января, с Новым годом. 2 месяца в пещере. Снаружи все еще смертельная радиация. Не понимаю. В армии говорили, что за 2-4 недели радиация рассеется. Воды осталось меньше, чем на месяц. Собираю конденсат со стен пещеры. Выжимаю рубашку в бутылке. Меняю калории на H2O. Пищи хватает. Спасибо геологам. Если бы у меня был хоть один шанс увидеть вас вновь, я побежал бы к вам. 10 января. Снаружи ураган. 2 дня как. Радиация спала на 500. Что случилось? 15 января. Выглянул наружу. Снег светится зеленым. 28. Радиация спала настолько, что я могу на короткое время выйти наружу. Более важно, воду из пещерного ручья теперь можно пить, если употреблять препараты от радиации. 30. Снаружи не осталось ничего живого. Возьму, пусть будет. Why do you carry all those bottle caps anyway? They jangle like Блюститель crazy. порядка. Блин, опять все взяла. Сейчас попытаюсь что-нибудь, может, сварганить. Дурманная защита. ПУ +1. Ладно. Идем пока дальше. Что, никак не пройти? Pip Boy lights on. Of a ghost. Не пройти.
Так, надо повыкидывать, что там понахватало лишнего. Один к скальпелю выкину. Я ж вроде бы что лишнее брала. Так, грязной воды тут нет. Есть грязная вода. Яд священного дурмана, восприятие -2. А, вот это. Это. Ну вот так пока. А, и давайте кашеглаз. Раз я тут уже хожу. Угу. Вот теперь немножко лишнее. They jangle like crazy. А, You're my best friend forever. добралась. Боевая дубинка. Ну, я просто открою. Ничего брать не буду. Пещера ангела. Воин. Ja, tak. Gut. 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 Ну, он, наверное, в пещере, да, я так понимаю.
Auslander Zuka Joshua Graham? Я ищу Джошуа. Да, ищу. Скажи мне, где он? You know our tongue. Smart, Auslander. Joshua in high place of cave. You show respect, Utman. Joshua is greatest warrior. You show him no respect. He show you thunder and fire. Я постараюсь проявить чудеса вежливости. You wise for Auslander. Good. О, наконец-то закончилось. Так, а где-то он у вас? Не заметила тут проход. Way I heard it, salt upon wounds butchered everyone in New Canaan and nailed their corpses to the cliffs. We should have given you a better welcome on your first visit to Zion. But from what I hear, the Whitelegs beat us to it. Whitelegs seem to be the only visitors we have these days, and I wouldn't have expected anyone from the Mojave to come looking for us. And you're a courier, no less. Not the one I was expecting, but I suppose he wouldn't have come with a caravan. Опять тот I курьер. don't know if you were close to the other members of your group, but you have my sympathy. I pray for the safety of all good people who come to Zion, even Gentiles. But we can't expect God to do all the work. Откуда ты знаешь столько всего о том, что было со мной? The dead horses are capable scouts. Nothing passes into or out of Zion without my hearing of it. Мы пришли сюда с караваном «Добрый путь», чтобы восстановить связь с Нью-Ханааном. Happy trails. I remember. They were good friends. I have bad news for your employers. New Canaan was destroyed, its citizens scattered. All because of the Whitelegs. And Caesar, of course. The Whitelegs want to join the Legion. Caesar's rite of passage is the destruction of the New Canaanites, almost assuredly because of me. The good news is that we can help you find your way back. Daniel, one of the other New Canaanites, has made many maps of the region. The bad news is that we can't help you right now, not with everything that's going on. Я не собираюсь уходить, не предложив помощи. Что я могу сделать? You're a good neighbor to us. We all go through periods of darkness. In such times we can turn to the Lord, but it's good to have friends. Daniel and I need pre-war tools to help us navigate beyond Zion. Should we need to evacuate, these instruments will be vital to us. Normally, we would have some of the dead horses or sorrows look for them. But many pre-war buildings in the valley are taboo. They won't go inside. А почему ты это не сделаешь, или Дэниэль? We are responsible for leading and protecting the sorrows and dead horses. They are smart people, but not as worldly as you or I. I am preparing the dead horses for war, and Daniel is preparing the sorrows for other things. Ну, посмотрим, что я могу сделать. Thank you. Follows Chalk can help you find your way around the valley. He's inexperienced, but he knows enough of our language to ignore the taboos about pre-war buildings. Ловушка для туриста. На рыбалку. Пистолетов сколько у него тут?
Welcome back. What can I do for you? Ты что-то сказал о курьере. Кого ты ждал? Caesar would never admit this openly, but he knows that I'm alive. I've killed enough of his frumentarii and assassins that have come looking. I've heard one of them travels the Mojave as a courier. Most of Caesar's agents meet a fitting end in NCR territory, but maybe this one survived. Молиться Богу? О чем ты говоришь? I am a new Canaanite. We believe we are the heirs of a spiritual tradition, given to our ancestors thousands of years ago. We have made and kept covenants with our Lord God to honor his laws. In exchange, we are promised eternal salvation after this life. A day will come when our Lord returns to judge us all. Until then, we must honor his laws and start others along the path of salvation if we can. That's why we trade with others and work the tribes. We have more than food and medicine to offer. Good news is our most valuable commodity. Хорошее дело. In a world filled with misery and uncertainty, it is a great comfort to know that, in the end, there is light in the darkness. Every day we move closer to our judgment. We must do our best to walk in the footsteps of our Lord and teach others how to do the same. For many of us, the road is a difficult one, but the path is always there for us to follow, no matter how many times we may fall. А ты сам падал? Every day. Some days are harder than others. Отличные пушки. In the Great Basin and Colorado Plateau, all tribes are known for a specific weapon. Whitelegs are known for their big submachine guns, storm drums. They broke into an armory near Spanish Fork and have been using them for Вот years. откуда у них. Of course, the dead horses have their wooden war clubs, and even the sorrows have their Yao Guai gauntlets. This type of .45 automatic pistol was designed by one of my tribe almost 400 years ago. Learning its use is a new Canaanite rite of passage. Ты тут командуешь парадом. I wouldn't say that. I am the acting war chief for the dead horses. They look up to me for such matters, but I only have the authority they give me. Daniel is the spiritual leader and main link of the new Canaanites to the Sorrows. He's up in the Narrows right now. А что происходит со всеми этими племенами? A great deal. There are 3, make that 4, tribes here in Zion. You've already met the Whitelegs on the way in. In this camp, you'll find dead horses. In the Narrows, the Sorrows. And finally, there's Daniel and myself. We're new Canaanites. Почему белоногие напали на наш караван? They attack everyone who isn't a Whiteleg, especially caravans. They don't know how to survive on their own, so they have to raid. But as for why they are here, they are trying to wipe us out. All of us. They want to join Caesar's legion, and they can only prove their worth by destroying the new Canaanites and everyone we shelter. А они говорят на нашем языке? Most don't. It's been hundreds of years since the war. They've developed their own languages. Take the dead horses. We think they were originally refugees from a place called Rez, east of the Grand Canyon. They speak a combination of Rez and a language spoken by travelers who were visiting Rez when the bombs fell. Over time, the 2 languages blended. I was a translator years ago, but it's hard to keep up with all of the tribal variations. Долина принадлежит мертвым лошадям? The valley belongs to God, but no. The dead horses live at Dead Horse Point, up the Colorado River. They came here because I asked them to. Before I returned to the fold, I visited them years earlier. I looked much different then, but I left an impression on them. I taught them how to hunt more efficiently, how to maintain their weapons and pre-war equipment. When I returned, they showed their appreciation.
А почему в долине не видно скорбящих? The Sorrows have many skilled hunters among them, but no warriors. They have not had to deal with war or raiders for decades. Even though they can hunt a full-grown Yaoguai, they don't know how to deal with the Whitelegs. That's why we're here. А новые ханааниты действительно племя? We wear more clothing than them and understand more about technology. But we're still a tribe, a linked family of families. The Boneyard, Phoenix, New Vegas, they're just places, metal and stone. New Canaan dies, but the tribe lives on. When the walls come tumbling down, when you lose everything you always have family. And your family always has tribe. Поговорим о чем-нибудь другом. А можно я задам тебе несколько личных вопросов? Right now, I'd like you to focus on helping Daniel. Maybe there will be time later. У тебя есть что-нибудь на We продажу? do. Though the Whitelegs destroyed New Canaan, they didn't destroy all of our supply caches. All forms of currency are recognized here. Caps, NCR dollars, even Legion coin. Take a look. Глушитель. Декор для боевой дубинки. Малые энергетические батареи, коробка. Микроядерная батарея. Ну, давайте возьмем. У. Сейчас посмотрим. Лазерный пистолет, медвежье ружье. Медвежье ружье. Нет, медвежье ружье я тебе не продам, потому что у меня такого нет вроде бы. Пистолет-пулемет. 10-миллиметровый пистолет на пистолет-пулемет. Вот это надо бы починить, тогда продать. Крупнокалиберная снайперская винтовка тоже. Нет, у меня такой нет. Охотничья винтовка. Пистолет с подзарядкой надо починить. Так. Сыромятная броня нет. Мне это не надо, поэтому можно отдать. Речь тоже мне не нужна. Продам. Энергетическая не надо. Терапевт сегодня мне не надо. Ремонт мне не надо.
Наука мне тоже не нужна. Так, сейчас. Лазерную винтовку сейчас продам. Охотничий тоже. А вот пулемет 45-го не продам. Пусть у меня будет для коллекции. Сейчас еще улучшение куплю. What can I do? Так. Барабан. Глушитель. Давайте. Пусть будет. Ну и денежку давай мне, да. А, все? Там я же больше взяла. Может, там еще что взяла? И вот, глушитель. А, это для пистолета. Ясно. А ну-ка, покажи, у тебя есть пистолет. Пистолет, да, есть. У меня просто такого тоже нет, поэтому я возьму. Нет, у меня есть пистолет. А, нет, это только он. Так. Ну, у меня, в принципе, больше ничего такого нет, чтобы я могла продать. Или я, чтобы хотела продать. Я тебе... так, довоенные деньги, да? А ну.
Ну. Что, я перестаралась? Ну да. Перестаралась. То надо было. Точнее, 200. Ну, ёлы-палы. Ну ладно, хорошо. Вот так вот. Ну вот, так, и у меня перегруз. Сейчас мы с верстаком. Так, ладно, это я уже сделаю за кадром. Так что все. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. С вами была Лау.